Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж Sims 4. Это челлендж «Семья на мели», и, как вы видите, Сэмми стоит и раздумывает, чем же воняет. А воняет, скорее всего, отовсюду, на самом деле, потому что у нас тут трешачок, как вы знаете, у нас тут не бывает ничего легко, просто и так далее. И у нас сегодня, кстати, предстоит первый день ветеринарной клиники. А учитывая то, что я записываю подряд эти серии, в прошлой серии я вас спросила, нужно ли навык ветеринарии, я не знаю, он всё-таки есть, не есть. Может, у меня какие-то галлюцинации или какие-то ложные представления. Но помню, что что-то с животными, короче, связано, есть какой-то навык. Но сегодня как раз таки проверим, короче. Вы мне что-то там ответите, я обязательно прочитаю, я обязательно это учту. Спасибо вам большое за все ответы, которые вы дадите. Я знаю, вы подключились к этому челленджу, вам он понравился. Мне это не может не нравиться, но в любом случае в этой серии мы будем работать наобум. Как это и весело у нас получается. Так вот, наша Сэмми останется опять с детьми. Но это не очень хорошо, но как есть. Как есть. Вот. И давайте посмотрим вообще, кто где находится. Кстати, вчера ночью, получается, же Демин вернулся домой. На самом деле очень продуктивно провел время, потому что я даже успела домашку сделать, вы представляете? А Сэмми успела вот эту штуку сделать. Надо, кстати, спрятать ее. Она у нас уже превосходного качества. Да-да-да. Она хочет есть и спать. Вот так вот. А еще у нас малышка плачет. Наша малышка плачет. Я надеюсь, она не отменит сейчас еду. И очень надо поесть. Она приготовила еды. Да, что я в прошлой серии как раз таки говорила, это было, ну, как бы по симошному времени, это было вчера. А еще вот, что у нас есть. Я купила вообще сначала 2. Смысл в том, что я открыла все семена. В основном там были как раз такие цветочки, но я решила, что если очень много цветов посеять, то это будет как-то не очень прилично. Это будет слишком по-читерски, поэтому я всего по одной штучке, которую я смогла посеять, такие самые дорогие, я посеяла и вот в дом их затащила, потому что, ну, у нас же здесь не закрытая территория, поэтому здесь у нас растут кое-какие овощи, но такие не самые лучшие. Вот. Не самые прибыльные, а все овощи, которые нам попались, я просто в холодильник запихала, и на этом все закончилось, собственно говоря. Так, малышка у нас плачет. Ты почему? Мгм. Давай-ка пообщайся со своей сестричкой. Давай покороче ей рожицы, полепетать, обонять с любовью, прогонять не надо. Нам нужны какие-нибудь дружелюбные действия. Смотреть. Лепетать еще, корчить рожи. Ну, короче, пообщайтесь, пообщайтесь. Потому что и у тебя тоже... у тебя... Ну, пообщайся чуть-чуть с сестрой, пообщайся. Вот. В общем, Сэмми сейчас, надеюсь, она перекусит. Если честно, я бы ее, пока Демин не уехал, я бы еще попросила ее еще одну домашку сделать. Она сделала одну домашку, ну, потому что я же не смогу ей управлять, пока он там будет. Ну, голодный, но он еще не выспался. Окей. Давайте назначим ему на тот момент, когда он все-таки проспится, ну, потому что, учитывая то, что он сделал две домашки, как вы понимаете, он очень поздно лег. Ну, как-то так, в общем, получилось. Так, сходи, пожалуйста, в туалет, просыпайся, наверное, все, хватит тебе спать. Так, Сэмми, я, конечно, понимаю, что ты голодная была, все такое, но как-то уже много времени слишком все это продолжается. Давайте я уберу за вами тарелочки. Тарелочку я не убрала, да? Убрала. Хорошо. Еще у меня что-то с продаванием этих предметов через багаж происходит. Что-то как-то они не продаются. А еще наша собака, мы ее выгоняем, типа, ну, разрешаем выйти, а она не выходит и страдает от того, что она не может выйти. И я не могу понять, в чем дело. Сэмми, я не поняла, у тебя куча вот заданий с этим, с малышом. Ты пошла хвалить собаку, ты серьезно? А ты не хочешь к своей дочери подойти, вот честно так признаться? Мне, конечно, хорошо, что ты хвалишь собаку. Вы как бы завели животное, вы должны за ним следить. Мне вот интересно, когда она вырастет, если честно. Так. Все, он сейчас сходит в туалет, и мы поедем в нашу голодна, покормите. Ну, как бы у нее целая миска. Не хочу никого расстраивать, но у нее целая миска. Итак, добро пожаловать в нашу раскривушку. Раскривушку, построенную на те деньги, которые у нас были.
Ох, ну вот чё она такая? Чё? Она хочет спать, но она же спит. Что тут можно сделать? Сменить контроль, отправить, ухаживать за садом, пожалуйста. Ухаживать за садом. У нас там много чего есть, надо как бы... у нас не хватило на все стенки даже, вот как бы, как-то так. Так, опустимся все-таки мы. И что у нас? Мы просто можем открыть. У нас, получается же, нету никаких работников. Мы единственный работник у нас. Давайте попробуем открыть. Мне очень страшно. Мне вообще непонятно, как это все работает и как это все будет. Ну, давайте попробуем. Все будет окей. Так, у нас должны подтягиваться люди с кошками и собаками. Правильно же? Я же не сама должна их искать. Они же сами должны прийти ко мне. Что-то пока не идут. Жалко, нельзя было ноутбук с собой взять, чтобы пока поделать курсовую. Серьезно? Прям сразу вот это вот? Вы серьезно? Такую страшную болячку? Ой-ой-ой. Давай приветствуем. Не страшно. Честно, мне кажется, я не справлюсь. Да, ты болеешь. Сейчас тебя зарегистрируют. Так, твой хозяин тебя регистрирует. И после этого мы получим доступ же, да? Так, да. И что нам? Начать осмотр. Нет больных питомцев. Надо сначала поприветствовать. Ух ты, ёшкин кот. Так, хозяин питомца. Приветствовать пациента. Окей. Мы сейчас переоденемся в форму или как? Конечно, такая шикарная тут. Так, ага, с моей малышкой по кличке Буб, помогите ей, пожалуйста. Окей. Так, ага. И начать осмотр. Ага, вот, он переоделся. О, какой классный костюмчик. Вы только посмотрите на это. Какой он смешной. Так, первую скорость включаем. И что, блин, делать? Так, неизвестно. Ой-ой, я вообще... Я и в обычной-то больнице. Так, сначала давайте успокоим питомца. Надо себя как-то успокоить. Изучать кожу, шерсть. Изучать, померить температуру. Провести осмотр глаз. Надо, короче, все осмотреть. Чтобы наверняка. Я вот помню по обычной больничке, что там нужно обязательно убедиться прям вот на 100-500%, что... Чтобы у вас тут все заполнилось, чтобы был точный результат. Ага, у нас там садоводство прокачивается, отлично. Вот, получен навык ветеринара. Во-во-во. Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая. Хорошо. Надо купить книжку будет. Подождите. Низкая температура. Зимняя лихорадка. Зимняя лихорадка. Успокоить пациента. Успокой, пожалуйста, пациента. Угу. Все хорошо, мы уже узнали, что с тобой. Я что-то все пропустила, пока с вами болтала. Пока восхищалась ветеринарией. Надо книжку обязательно купить и поучить ветеринарию. Да, хороший песик. И что нам? Лечение. Не получается провести осмотр или лечение, потому что пациент слишком сильно... Нет, так мы же уже успокаиваем его. Успокоить. Ну давай еще успокоим. Надо, чтобы, наверное, вот тут зелененькое было. Вот. Она пованивает, видимо. Так, и что мы можем уже? Вот, лечение. И что нам, блин, надо? Сделать укол. А что при зимней лихорадке-то надо, а? Слушайте. Вот. Все, есть подсказка, есть. Лекарство панацея. Давайте, вколем. Я просто не заметила. Я думала, что там, типа, ты сам выбираешь это все дело. Она так скулит, мне так жалко. Уровень повышен. Так, и сколько нам заплатили? 200? Или что? Или 2000? 200? Ага. Нам заплатили доход 96 капитал. 96, отлично, я считаю, прям. Так, вылеченная болезнь, отлично. Так, а все, у нас же нету посетителей же, да? Вообще у нас один посетитель был. И все, мы целых 96 симоленов заработали, уже обед.
Ладно. Так, ты, наверное, же там доухаживалась за садом. Все, тогда до свидания. Мы ищем, точнее, ждем следующего пациента. Или надо как-то с ним попрощаться, нет? А, вот, попрощаться, да. Нам нужно попрощаться с пациентом. Все, все, они ушли. Чтобы стать хорошим ветеринаром, надо иметь твердую руку, доброе сердце, глубокие знания анатомии животных. Обследуйте и лечите питомцев в своей ветеринарной клинике, чтобы повысить... нужно только так повышать уровень навыка. Давайте музычку себе включим, потому что он немножко нервничает, я тоже немножко нервничаю. Музычка нас немного расслабит. Я так понимаю, что мы сейчас только 2 пациентов сможем принять, в лучшем случае. И на этом все закончится. Вот. Следующий наш пациент пришел. Сейчас он зарегистрируется. А мы ставим музычку, слушаем. Эй-эй-эй. Так, приветствуем. Приветствуем пациента. Ну, точнее, его хозяина, между прочим, не самого пациента. Это неправильно. А что они хотя бы по очереди приходят, а не все сразу? А если бы у нас было 2 вот этих вот, то они бы в 2 раза больше приходили, интересно. Так. Чего у нас? Почему, интересно, 1? Давайте осмотр проведем. Изучить кожу. Проверить температуру. Мы теперь не будем спешить сильно. Мы будем слушать музычку. Ладно, на 2 скорости. Блохи, и все. Все, на все блохи. Все равно успокой пациента. Спрей против паразитов. Отлично. Это были совершенно всего блохи, ничего страшного. Но первый пациент нам попался прям такой добротный, знаете, так начать, знаете. Вот. Итак, у нас следующий пациент, и вот наша, на самом деле, вот наш пациент, который выглядит, на самом деле, очень даже здоровым. Интересно, что с ним. Так, надо поприветствовать. Может быть, нам хватит денег на еще одну стену. А еще я, кстати, тут посмотрела, что нам нужно уровень стресса снижать у животных, чтобы мы заработали, короче, хорошую оценку. Да, лечим пациента. Какая хорошая собака. Да, сейчас мы тебя полечим, собачулька. Давай, запрыгивай. Так, и что у нас? У нас в стрессе животное. Диагноз неизвестен. Мы можем сразу успокоить. Пару раз поуспокаиваем. А потом только начнем осмотр. Да, надо успокаивать животных, чтобы получить следующую звезду. Чтобы мы как-то могли побольше папаше его звонить. Нам пока некогда. Нам вообще некогда. У нас тут изменение плана жизни небольшое. На самом деле мы, наверное, сейчас примем вот этого пациента и все пока. И на этом закончим. Что, уже вечер? Надо возвращаться. Так, ну что там? Почему нельзя еще успокоить питомца? У пациента нет стресса. Отлично. Так, быстрое сердцебиение, радужные какашки. Извините. Это очень смешно. Так, что у нас там еще? Ну, кстати, наш пациент очень даже успокоить. Как раз вот еще чуть-чуть успокоим. И проведем осмотр по пасти. Прости. Так. Слушай, уже темно, а у нас, кстати, нет ни одного источника света. Нам нужно какую-нибудь лампу купить, хотя бы одну. Ага. Призменный. Не буду это озвучивать. Нет, нам так и не удалось улучшить наш уровень стресса. Так, лечение. Что у нас там? Лакомство. Лакомство. Мы, кстати, пока заработали 192 миллиона. Я считаю, это мощь. Сила. Это прям очень мощно. Мы вылечили еще одно животное. Ну, вот это самое главное, на самом деле, что мы вылечили одно животное. Точнее, 3 животных. Качество обслуживания у нас хорошее. Попробуйте повысить качество поставок или проводите более тщательное лечение. Вот так вот. Короче, как-то не очень, да? Атмосфера у нас... у нас вообще качество обслуживания. У нас единственное достоинство — это время ожидания. Мы сразу всех обслуживаем. Но атмосфера, вы понимаете, что тут вообще как бы не алё. В общем,
Первый день, я считаю, прошел очень даже успешно, но завтра, к сожалению, в университет, и мы не сможем здесь подольше задержаться, будем только на выходных здесь заниматься, наверное. Но построим, кстати, еще одну стенку, я думаю, нам хватит денег. Ну что ж, доброе утро, уже ставшее классическим. Я часто на утро продолжаю свои серии, потому что вчера, в общем, у нас был первый прием в клинике ветеринарной нашей, который прошел очень даже неплохо. На самом деле мы очень хорошо прокачались. Я так понимаю, что книги нам, собственно говоря, и не нужны. Мы уже 3-й уровень получили, вы представляете? Вот, а еще у нас все-таки схлестнулись наши расписания, и меня это огорчает. Потому что у нашего Теймина сейчас будет через 5 часов занятие. Получается, да, с часу 30. Ну, короче, схлестнулись, да, и завтра тоже с 9:30. Ну, завтра разойдутся они по этим, по разным. На самом деле, завтра я бы на самом деле, как я люблю это говорить. Завтра я бы уже еще выбрался в ветеринарную клинику, потому что мы рано освободимся, но для этого нужно сегодня очень много чего сделать. Во-первых, мы уже должны просыпаться, проснись и пой, врубаем наушники, потому что у нас очень даже неплохо все. По навыкам, по всему включить. Я не буду говорить, что у нас все налаживается. Не буду, не буду, не буду, потому что это плохо всегда заканчивается. Мы не можем еще, кстати. Превосходное. Вот, провести курсовую. Иди, проводи курсовую. Сейчас вы, кстати, увидите, как я ее переодела. Очень классно. Если она сейчас пойдет в пижаме, никто не заметит. Какая музычка играет. Вот, смотрите. Она переодевается, но все равно, видите, какой у нее теперь нарядец. И теперь непонятно вообще, в пижаме она пришла или не в пижаме. Она переоделась, ты какая, молодец. А ему нужно курсач сделать. Она застряла в стене. Отлично. Это очень странно. Ну, сейчас она... Ну, она такая нейтральная, ладно уже. Так, одна малышка у нас проснувшаяся. Ей надо ванну принять. Вот как раз папаша у нас закончит с собственным душем и потом искупает ее в ванной. Вот как обычно, нужно этому товарищу, этой хурмушечке, надо, чтобы ее выпустили. Ой, у нас раковина какая страшная. Ну, поет, оказывается. В ванне с пеной нужно искупать у нас Пайпер. Так, у нас там еще маленькая малышка. Текс. Нет, он сразу к Пайпер пошел. Ясно. Соу у нас, как обычно, спит. У них какой-то очень странный сбитый график. Ой, будет это оставлено, как страшно. Что у нас там 700? Ну ладно, у нас есть эти деньги. Тем более... Что... А почему она пришла, ушла? Не ушла еще? Подождите. Она что, пришла уже? Нет. Почему она не ушла-то? Что происходит? Провести, пожалуйста. Проведи. Иди. Иди, женщина. Мы тебе желаем удачи. Так, сейчас он помоет тогда одну из дочерей. Не выходит это что-то у нас с животным. Не получается. Какая-то у нас рассинхронизация. Да. И она мучается. У нас рассинхронизация. Так, тебе тоже надо наушнички включить, потому что ты сейчас пойдешь на учебу, а ты немножко, ну, такой, вроде ни туда, ни сюда, вроде нормалек, нейтральный. Надо как-то немножко повеселее в укрытии. Она все равно в укрытии, вы представляете, даже дома она все равно в укрытии. То есть бесполезно их в дом затягивать или не бесполезно, я не понимаю. Я бы тогда, раз у нас все окей, Пайпер у нас вообще фантастическое настроение, фантастическое. Она регулярно в плохом настроении, это прям для нее вообще потрясающее настроение. Раз ты у нас такой весь классный, и раз у нас все так классненько, давайте-ка мы в университете курсовые задания, курсовая работа редактировать. У нас пока качество плохое. Вот. Раз он хочет работать у нас побольше в нашей ветеринарной клинике, то нужно ему поусерднее учиться побыстрее, чтобы освобождать время, место. В смысле, вы поняли. Итак, снова доброе утро. На самом деле уже не очень утро, но уже вторник, потому что вчера я не снимала, так как были просто бесконечные домашние хлопоты. Они учились, они убирали, готовили и больше ничего. У них даже не хватает времени для того, чтобы пообщаться со своими малышками. Они предоставлены сами себе, потому что все повседневные вот эти вот бытовые дела съедают абсолютно все время, но
все немножко наладится. Плюс еще малышка совсем маленькая, но завтра у нее день рождения. Я хочу как раз-таки серию закончить тем, что она у нас вырастет, и нам надо будет еще, кстати, сделать ремонт. Но сейчас я все-таки выкроила время, мне захотелось все-таки вернуться в ветеринарную клинику, она мне так нравится, она просто занимает все мои мысли, все мои чувства, и мне захотелось сюда вернуться и продолжить практику. Но я сюда вернулась и обнаружила такую вещь, как нас засыпало снегом. Из-за того, что здесь, наверное, короче, нет стены, нас засыпало снегом. В итоге нам сейчас как-то нужно сложить все деньги в кучку, в одну такую маленькую кучку и как-то оформить наше заведенице, потому что как бы надо еще дверь купить. Ну, в общем, мы как-то будем из этого всего выходить. А еще завтра нам нужно как раз-таки сделать ремонт. И я не представляю, как мы это будем. Ну, хотя бы минимальный. То есть нужно вот в ту маленькую комнату я, скорее всего, отселю всех тоддлеров. Они там будут себе спокойно спать. А какие-то развлекушечки у них будут в комнате родителей, потому что она большая, эта комната, я не хочу все-таки их менять местами. Что-то как-то вот не получается у меня. Так, у нас есть 78, здесь у нас есть 275. Единственная, кстати, новостью то, что я вчера заказала еды нашим жителям, потому что иначе они бы умерли с голоду. Я, наконец-то, заказала мясо, я все время у предыдущих серий 353. Возможно, хватит. Я не знаю. Там 67 миллионов стоит одна эта штучка. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Сколько тут клеточек? Непонятно. Из-за снега. Ладно, сейчас я попробую что-то сделать, чтобы у нас все-таки не было снега в нашей клинике. Я типа справилась с поставленной задачей. Вот и наша коробка. Это наша ветеринарная клиника. Как вам? Не правда ли потрясающе? Уникально. Ладно, ну, главное, что мне удалось построить еще одну стенку. Правда, ну, у нас хватило денег на стенку, но пришлось, вот чтобы дверь купить, короче, пришлось продать диван. Он, оказывается, очень дорогой, 200 с чем-то миллионов, ну, нам хватило на дверь. А еще нам хватило на лампу, потому что у нас было темно, так как до этого мы освещались солнцем. Пришлось купить искусственное солнце, потому что еще и зима, не так уж солнечно. А еще я купила вот эти два плакатика, потому что у нас же там нужно, короче, нам атмосферу создавать, атмосферу. И, короче, это самое дешевое, что добавляет атмосферы. То, что я нашла по 25 миллионов. И заодно оно как бы с собачками, с кошечками, мне кажется, как раз самое оно. Не знаю, сколько мы сейчас заработаем и как вообще это все будет. Я вообще думаю о том, что мы сейчас здесь поработаем, а ночью, короче, пойдем копаться в мусорных баках в Evergreen Harbor, потому что иначе мы никак не выгребемся из этого всего. Вот с этими всеми моими задумками с ветеринарной клиникой мы это все не вывезем на одной зарплате жены в 207 миллионов, вы понимаете? И, конечно, удобно было бы всех перевести на самом деле сюда, но и квартиру бросать нельзя. Я думаю, что ее нужно привести в более-менее какое-то состояние. То есть у нас там уже на самом деле в одной комнате есть ремонт, ее можно оставить в покое. Скоро мы сделаем во второй комнате ремонт, и в основной, и в ванной, как бы, ну и все. И тут нужно построить целый дом с четырьмя спальнями. У нас 3 девочки, 3 спальни детские, одна взрослая, кухня, гостиная и все такое. Ну и сама ветеринарная клиника, потому что у нас, кроме вот этой штуки, нам нужно еще много чего купить, потому что, чтобы там делать самостоятельно эти лекарства и все такое. Как вы понимаете, челлендж у нас длинный. И не знаю, выживут ли все. Так, давайте открываться. Так, все. Текущая ветеринарная клиника открыта. И ждем первого посетителя. Первого больного кота или кошку, или собаку, или пса. Хомячков же нам не привозят, да? Не приносят. У нас же есть хомячки, но они вроде не болеют. Но их, по крайней мере, в ветеринарную клинику не отправляют. Вот. Потому что мне, конечно, было бы удобно, если бы вся семья была здесь. То есть удобно было бы переселиться сюда всем. Но, повторюсь, для этого нужно... Ой, как мужчина появился, впечатался в нас прям. Иди регистрироваться. О, все, собатюля, они зашли с собатюлей. Такс. Сейчас он зарегистрируется.
Но нам для этого, в общем, чтобы переехать, нужно привести в порядок ту квартиру, которая у нас уже есть. Я не говорю о том, чтобы ее прям обставлять супер-пупер-друпер, но как-то более-менее чистенько, аккуратненько она все-таки должна быть обставлена. Тогда можно потихоньку сюда переезжать. Я думаю, что все-таки вот эта история с мусорными баками, ну, нам поможет, потому что иначе мы реально здесь вообще никогда ничего не сделаем. И это будет нам в помощь. Так что пойду копаться. Да, давайте лечим пациентика. Ага, все автоматически это все происходит. Так я люблю его форму. Он такой красивый в этой форме. Давайте быстрее, наверное. Где эта собачуля-то ходит? Она куда-то ушла, серьезно? Ушла собака. Так, что он? Ему не нравится, что его долго обслуживает или что? Подождите, там что-то. А где он делся-то? Мне показалось? Куда мужчина-то делся? Куда он ушел от своей собаки? Как-то странно. Это очень странно. Ладно, может, я раньше времени паникую. Ого, раз, два, три, четыре, пять. Серьезно, пять? Обалдеть. Успокой, пожалуйста, пациента. Нам тоже нужно, кстати, успокаивать этих пациентов бесконечно, потому что это тоже входит в этот. Изучить кожу, шерсть. Сейчас мы все сделаем, короче, потому что тут столько всего. Надо же получить точный диагноз, потому что если приблизительно, это ни к чему хорошему не приводит. Это я еще помню по обычной больнице, потому что я там так часто, если честно, лажала, когда играла за доктора. В общем, ничего хорошего у меня не получалось. Ну, что он не зеленеет? Вот что не зеленеет? Я же успокаиваю пациента, он не успокаивается. О, вернулся. Что-то недоволен осмотром? Я не поняла. Временем осмотра. Так, чистый нос. Успокой, пожалуйста, пациента тоже еще разочек. Ага. Диагноз пока неизвестен. Так, что у нас? О, у нас в стрессе. Питомец здоров? Серьезно? И такое бывает? То есть мы вообще ничего не заплатим? Не получим, да? Профилактическую прививку даже. Недостаточно средств. Отлично. Успокой пациента, пожалуйста. То есть у нас пациент здоров, мы не можем даже прививку сделать, потому что у нас меньше 25 миллионов. Он просто так привел его, да? Нет, папаша, мы не можем с тобой пообщаться, потому что все, осмотр, заглянуть в карту. Давайте заглянем в карту, может, он объявит, что он типа здоров, и все. Закончите. Вот, закончим осмотр, и все. Потому что, ну и все, он здоров. Мы даже, прививку мы не можем сделать. И мы не получим денег, видимо. Это вообще отстой, если честно. Вот честно, признаюсь. Все, он заканчивает же, да? Все, мы закончили. И пошли. Здорового пса просто привели и отлично и справились. Молодцы какие. Да? Шикарно вообще. Так и чё? Отпустить пациента. Он сам не понимает, что если отпустила собаку, то надо уже самому идти. То есть мы не заботимся о питомцах, да? В стрессе у нас питомец. Короче. Что нам делать, чтобы у нас как-то было повеселее, чтобы у нас как-то получше это было? Успокаивать бесконечно, вот это успокаивать. Мы сейчас можем всего одного пациента принять, потому что чтобы мы успели еще покопаться в мусорке. О, так. Вот, это явно больной. Это зимняя лихорадка. А может, что-то другое. Конечно. Вот я хочу 3 получить. Но 3 мы не получим, наверное, да? Ах, ну здесь-то точно мы хотя бы денежку получим, хоть какую-то. Так, а как это приветствовать? Я забыла вообще там что-то назначить своим товарищам, которые у меня там остались. Нет, не надо ее присылать сюда. Вообще, вот ребенка сейчас мне здесь и не хватало. Да, ты напряженный. Да, лечи, пожалуйста, пациента. Подождите. Да, ты немножко не в духе. Давайте включим ему наушники, пока он будет осматривать пациента. Я думаю, это допустимо. Ну, конечно, недопустимо, но в нашем случае допустимо, иначе мы тут немножечко загрустим, пока мы тут в этом нашем коробе принимаем пациентов. Так, ну что? Дайте, пожалуйста, нам хороший отзыв. Ну, пожалуйста.
Ну, дяденька, ну, тетенька, ну, дайте нам хороший отзыв. Нам нужно как-то повысить нашу... Кстати, надо наценку повысить. А где собака? Она опять куда-то ушла. В прошлый раз тоже собака куда-то ушла, убежала. Но надо здесь еще, конечно, какой-то развлекательный центр для собак сделать. Ну, для кошек, собак, чтобы они тут комфортно типа себя чувствовали, пока ждали. Так, ну что? У нас 3. Пока он не в стрессе, давайте проведем осмотр. Сэмми отправляется на работу, дети, я надеюсь, пойдут в садик. Серьезно, я сюда привела собаку. Так, подождите. Сейчас. Я сюда, похоже, привела случайно своего ребенка. Отлично. Зайди, пожалуйста, сюда. Иди сюда. У тебя есть игрушка с собой? Хорошо, хоть игрушка есть с собой. Отлично. Я случайно взяла своего ребенка на работу. Так что мы тут уже практически все осмотрели, но, блин, непонятно вообще, что с ним. Смотрите, у нас тут практически уже ничего не осталось. Меня это немного напрягает. Так, и что нам делать? У нас уже как бы мы только мы уже испоконить. Осмотр завершен. А что? Вот тут у нас противогрибковый. Но нам не хватает денег, вы представляете? Но нам вроде как это советуют на свой страх и риск. Ну, давайте что-нибудь продадим. У нас же можно что-то продать. Вот, 90. Отлично. Давайте, ну, попробуем. Просто сейчас скрестим все пальцы. А что такое? Недостаточно... Надо же перевести эти деньги, блин. Скрещиваем пальцы и надеемся, что нам повезет. Просто чисто повезет. Потому что это будет самый провальный день, если мы сейчас, конечно, облажаемся. Нет, мы не облажались? Ура! Мы не облажались! Мы не облажались! Серьезно, нам 1200 заплатили? Вы серьезно? Это ей заплатили. Серьезно? Она получает премию. А сколько этот товарищ нам заплатит? Слушайте, Сэмми молодец. Нам 121 симулион всего заплатили. Но Сэмми молодец, она заработала на день рождения своей малышки, на ремонт вообще. Она крутая на самом деле. Она крутая. Ладно, я предлагаю заканчивать на этой ноте. Они очень смешно смотрятся. Он такой, всего 120 симулионов, а жена только что получила 1200 симулионов. Я что-то не то делаю. Наверное. Я должен много зарабатывать, чтобы обеспечивать свою большую-большую семью, потому что это я попросил детей и собаку. Да-да-да. И ветеринарную клинику это тоже он попросил. Ну ладно. Я думаю, в следующей серии мы с этим всем разберемся. Чтобы узнать, как у нас там дела, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующей серии. Пока-пока.